привет! Это «Орел и Решка», и мы продолжаем исследовать морские курорты. Мы покажем самые лучшие развлечения, самые роскошные пляжи. А Алина, как наш штатный Bear Grylls, вынесет все лишения возможные. Что? Со своими 100 баксами будет здесь выживать. Подожди, какой-то сюжет вообще не тот сейчас пошел. Да? Шутки шутками, но решает монетка. Я когда репетировал, было хорошо, ладно. Вообще не знаю, ты сказал Орел. Кто такой Bear Grylls? Решка. Оп. Давай, пожалуйста. Alin, я даю... Laçiputta Airways'in 9112 sefer sayılı Bakü uçağı yolcularının güvenlik ve pasaport kontrolüne geçmeleri önemli rica olunur. Attention please, Buta Airways passengers on flight 9112 to Baku are kindly invited to... Я тебе поздравления заказал. Это необычный выпуск «Орла и Решки». Начинаем. Сейчас. Вау! Чу! У меня грудь выпадает. Это спецпроект «Орел и Решка неизданное. По морям 3». Ой! Так, тихо, назад. Ой, блин! Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Ощущение, что мы не «Орла и Решку» снимаем, а выжить любой ценой. Все, что осталось за кадром. Обычные богатые будни толкаем самолет. И все, что было не пропущено цензурой. Я морская волчица. И перед дельфинами неудобно. Неудачные дубли, Аккуратно. Ума промочи. Не вид. не вошедшие сюжеты, Это вы еще не видели, как меня в туалет носили. личные впечатления, Вот такое уже как было. Ну капец. откровения ведущих. Мне так больно не было с детства, когда я в огороде у бабушки крапивой вытер попу. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Вы же нас смотрите, потому что хотите прекрасных переживаний, поэтому... Нет сил сопротивляться этой энергии танца. Шпоньк. Еще больше историй, Это не мои проблемы, как ты будешь мыть мой хвост. Тихо! еще больше «Орла и Решки». Я просто работа мечты. Работа мечты. Странные у вас мечты, извращенцы. Все, хватит с меня этого. Мне нужен отпуск. В 20-м сезоне тревел-шоу «Орел и Решка» продолжило грандиозное путешествие по морям и океанам нашей планеты. Мы побывали на лучших курортах мира. Посетили ранее неизведанные острова. Увидели самые красивые пляжи планеты. Погружались к бездонным морским глубинам. А также сделали то, чего не удавалось в предыдущих сезонах. Поплавали с доисторическими моллюсками-наутилусами. Увидели природное чудо света, знаменитую голубую дыру. Но главным достижением сезона по морям 3 стали киты. Кит! Вот, смотри, ты видел? Посмотри, что они утворяют. Посмотри, какая красота. Один прям играется, выпрыгивает, бьет хвостом. Орел и Решка справилась со всеми задачами. Нам нужны новые задачи. А присылайте нам свои задачи, мы будем их тоже закрывать. Но этот сезон также не обошелся без обломов, У меня замоталась рубашка. передряг и эпик-фейлов. Аня, Лиза, вы в кадре. Что это? Помимо всего прикольного, Он кажется маленький. Ничего не вижу. морского Ваши губки станут пухлее и полнее, если вы наденете на лицо маску. и красивого, что мы успели вам показать, Ноги-то у меня молодые, красивые, грех такие прятать. Вот так хорошо, так хорошо. много крутого просто не влезло в эфирные версии программ и так бы и осталось за кадром. А, вот, смотрите.
Продюсер «Орла и решки» лежит. Не надо сопротивляться любви. Аттракцион захватывающий, адреналиновый. Малиновый, адреналиновый. Ты же сам не понимаешь, чего ты лишаешься. Я хочу погладить. I'm ready. Простите. Хотя нет, не прощайте. Если что, я в пальме. Не доделал дело в кустах. Но чтобы добро не пропадало, мы трепетно сложили все не вошедшее в эксклюзивный выпуск «Орел и решка по морям 3. Неизданное». Ну что, снимаем? В морское плавание 3-го сезона мы отправили уже полюбившихся вам ведущих. Опытного пирата Колю Сергу и обворожительную русалку Алину Островскую. Все-таки за столько поездок у меня появились вши, да? За время путешествий они стали настоящими морскими экспертами. Подванивает чем-то. Наша постоянная рубрика «Инспектор пляж». Инспектор пляж. На кукурузку надо ловить. Come to мама, удочку. Стали еще лучше разбираться в еде. Какой острый перец! И вот такие вот, знаете, вот суп из поликлиники. Судя по вкусу, это флетфиш. Я различаю два вкуса. Флетфиш и карася. Еще лосося. 3. Научились еще лучше формулировать мысли. Нечего больше сказать. Очень плохие дороги, и поэтому такие... Выпала. Я выпала. 400-летний дуб. Дуб. Еще раз. Не знаю, что сказать, текст закончился. Ну что ж, друзья, по левую руку от меня находится центральная площадь левого города. Что? И выражать эмоции. А Алина даже подтянула свои знания по английскому языку. Shopping street, Starbucks, downtown, I'm fine, dog, hot dog. На самом деле я просто very famous. Сколько это? 18 лет? 16 years old. 17. 17 лет. You can... как взять меня на работу? Can I... Okay. Can I work here? I have a good nose. Yes, you do. Yes. Hello. How are you today? Саш, how are you today? Baby. Класс. Back make, front make. Вот ты объяснил. Бэк-бэк. Back make, front make. Ты очаровательно разговариваешь на английском лучше даже, чем я. Кроме того, в 3-м сезоне по морям наши ведущие улучшили свои навыки по выживанию в любых ситуациях. Но я хочу полстакана колы. Чья это кола? Слушайте, я думал, будет хуже. Здесь есть и бутеры. Люди. 20 лир. 20 лир. 20 лир. У меня брат пьет сильно. Горе в семье. Да, 20 лир. 20 лир. Спасибо большое. Я на самом деле, он не пьет. Ну, у меня реально сейчас с деньгами туго. Спасибо большое. Там потом объясню ситуацию. Но в этом сезоне наши ведущие запомнились другим. Коля своей мудростью и серьезностью Друзья, я вам расскажу, что это такое. Видите, они этими свистками симулируют птичьи голоса. Это очень круто, но надо быть с этим осторожнее. Я однажды, помню, купил такой свисток, вышел, начал свистеть, и меня так скворец. а Алина сдержанностью и хладнокровием. Хорошо. Как хорошо. Ну как же хорошо. Я за безопасную разделку лангуста. Мало ли кто разделал этого лангуста до меня. Просто было очень вкусно. Человек, у которого вместо рук дети, посмотри.
ем попкорн, плачу. В общем, идеальный женский вечер. Как видите, наши ведущие очень разные. Да, да. И снова да, да. Но именно поэтому они так гармонично дополняют друг друга. А почему тебя вообще это никак не волнует? То есть ты колышки? Оля, То чего есть ты? вообще... Не нервничай. Ладно, Ты же если бы ты мужчина. что-то оставила свое. Нет, я оставлю колышки. В каждом выпуске «Орел и решка неизданное» мы будем составлять рейтинги самого-самого. Самые красивые пляжи, самая отвратительная еда, самые причудливые траты и многое другое. Уже можем? Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. И никакой рекламы или антирекламы. Правее, молодец, вот так. Всех, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не дуться. Сегодня представляем вашему вниманию рейтинг самых лучших мест для подводных погружений 3-го сезона по морям. Итак, 5-е место. Атлантический океан у берегов бразильского острова Ресифи. Глубина! Здешние воды скрывают под собой множество затопленных судов со своими древними историями. Но кроме ржавых останков, паромов и буксиров, нас поджидал приятный сюрприз. Гигантские вереницы рыб, которые поселились в этих судах и дали им новую жизнь. Четвертое место – Лакадивское море у берегов Шри-Ланки. Прелесть местного дайвинга – многочисленные плантации кораллов, огромное разнообразие рыб. Но самое главное – погрузиться здесь можно всего за $30. Плывем дальше. 3-е место – море Минданао у берегов филиппинского острова Бахол. Именно здесь можно встретить уникальных подводных обитателей доисторических моллюсков наутилусов. Эти существа древнее, чем динозавры. Им почти 500 миллионов лет. Так что увидеть их для нас было большой удачей. Второе место – пролив Сибу у северо-западной части острова Бахол. Здесь погружаться можно даже без дайверского снаряжения. Понадобится лишь маска и трубка. Зато удовольствие больше, чем на любом дайвинге.
Стать частью огромной стаи рыб – это незабываемое ощущение. И, наконец, лучшее погружение этого сезона – Андаманское море у берегов Семиланских островов. Дайвинг здесь называют одним из лучших в мире. Бирюзовая прозрачная вода с видимостью более 20 метров, целый сад из разнообразных кораллов и настоящий подводный мегаполис из сотен видов рыб и моллюсков. Такого разнообразия подводного мира мы не видели за все 3 сезона. Помимо обычных осьминогов, морских змей и хищных мурен, мы повстречали рыбку-коробку, рыбку-крылатку, голожабренных моллюсков и самую ядовитую рыбу в мире – бородавчатку. Вот это вот такая категория дайвов. Когда ничего большого не увидел, но при этом вышел, как ребенок из-под елки 1 января. Столько подарков ты собирал. Но, честно говоря, по морям 3 погружений было столько, что из всего отснятого материала можно составить 17-часовой фильм. И много сюжетов о дайвинге просто не влезло в сезон. Как и не поместился уникальный ночной дайвинг Коли в Таиланде. Поэтому покажем его сейчас. В выпуске о Таиланде мы с «Орел и Решка» впервые отправились на ночной дайвинг. В чем же его отличие от дневного? Во-первых, когда дайвишь ночью, получаешь дозу адреналина. Со всех сторон у тебя сплошная темнота. И единственный лучик света, указывающий дорогу в непривычной для тебя среде, это твой фонарик. И во-вторых, ночью многие морские животные становятся более пассивными и подпускают к себе поближе. В общем, ночной дайвинг — это какой-то особенный аттракцион, который не может не понравиться. Проходите. Проходите. Так, а вы паспорт показываете. А вы предъявите петличку. Вместе с ведущими «Орла и Решки» в морское путешествие каждый раз отправляется целая съемочная команда. Это уравновешенные режиссеры, Где мои антидепрессанты? Как можно с этими людьми работать? адекватные операторы, Хвост ведущих надо снимать, ролик снимают. Тачек хороший у него бейсбол. трудоголики-продюсеры Ром, мы будем когда-нибудь работать? Алло. Да, я работаю, это моя работа. и позитивный редактор. Сопли, слезы, мокрые, как свиньи. Понятное дело, в такой команде всегда царит дружественная атмосфера. Если меня будешь снимать, я больше не буду ничего говорить, ты понял? То есть я поворачиваюсь, чтобы поделиться, ты стоишь, снимаешь меня, Тёма. Ну что я такой, никакой личной жизни. Тём, мы с тобой так и не наладим отношения. Вот эти 3 занятия у психолога, они просто коту под хвост. Макс, ты вот как будто бы, я тебе не нравлюсь. Почему ты перестаешь меня снимать, когда начинаю говорить? Что-то какая-то между нами пробежала кошка. Ты чё разлегся? Ты себе что, Алиной представил? Ты оператор. Встал и пошли за мной. Бегом. Ну ты справишься, да, съешь? Конечно, съем. У меня вот оператор мой, Артем.
спрашивает, справлюсь ли я со 100 устрицами, съем ли я их. Конечно, съем, Артем. Это не мои проблемы, как ты будешь мыть мой хвост? Вот сейчас режиссер из-за кадра мне расскажет, скажи, ты переборщил с маслом, ты переборщил с... Я ни с чем не переборщил, я так и хотел, я так и задумывал. Это мой уникальный кулинарный изыск, это разработка. То есть ты все еще надеешься снять скандальный контент, Артем, да? Думаешь, ой, сейчас Коля упадет, смешно будет, такое видео будет прикольно. А ты забыл, что нам еще 6 серий сезона доснимать? Только здесь была тусовка. Режиссеры, продюсеры, редактора, все тусовались. Как только грязная работа, все, сразу все куда-то ушли. Типа, Коля, справляйся сам. А сейчас я только приготовил лобстера, опять сбегутся. Но на самом деле все это шутки. У нас очень дружная команда, мы всегда держимся вместе. За множество совместных поездок ребята действительно стали одним целым. Давай! Оба! Они всегда подскажут. Как переводится водопад? И сейчас Эхо мне ответит. Молочный океан! Молочный океан, говорит Эхо. Спасибо большое. Не дадут замерзнуть. Рома, а что делаешь? Согревай руку, ведущий. Поделятся едой. И в случае чего могут друг дружку подменить. Авраменко снимают, потому что вышел из игры у нас один негритенок. Мы не знаем, что с Дмитрием, у него не имели руки и ноги. Да и вообще, в любой ситуации команда «Орла и Решки» всегда придет на помощь. Стой! Нет! Фух, я тебя спас, чувак. Осторожно, тут какашки, Дим. Я говорю, Лена, брось меня, пожалуйста, летите на Антигуа без меня, оставь меня здесь. Она говорит, нет, дотащу тебя на себе. Красота же. Ой! Так, тихо, 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 назад. Ой, блин! Помогай мне быстрее! Черт, черт, черт. Скажи, Тёма, за кого ты больше переживал, за звук или за меня? Коль, ты не видел «Золотую карту»? В 11-м выпуске сезона «По морям 3» наше путешествие в Гоа началось с поиска золотой карты. Последний раз я увидел 3 программы назад. Ну, может, посмотришь где-нибудь там? Может, в карман Где? положил? В Перу посмотрю. Но в итоге все обошлось. Золотая карта нашлась и досталась Алине. Ведущая весь уикенд разъезжала на индийской тачке Махиндра, изучала Аравийское море и покоряла местные джунгли. Реальные джунгли, представляешь? Отдых Коли со 100 баксами был не менее интересным. Он арендовал байк, объездил местные пляжи, побывал на рыбалке и купался в водопаде. В общем, его отдых был настолько насыщенным, что один сюжет просто не поместился в программу. Давайте же посмотрим его сейчас. Так как пляжи Гоа сложно назвать чистыми, как минимум потому, что они грязные, то снорклинг здесь никудышний. Но есть крутая альтернатива. Здесь буквально за 14 баксов предлагают снорклинг-тур на лодке. Меня отвезут в хорошее место, где я могу понырять, насладиться рыбками. Еще и накормят обедом. Представляете себе? Еще и по дороге будут рассказывать сюжеты индийских фильмов и показывать лучшие танцы оттуда. Но это не факт. В снорклинг-тур со мной отправится еще человек 50 туристов из других регионов Индии. Я теперь понимаю Колумба, который к вам не поплыл, а поплыл в Америку. Я бы тоже поплыл бы в Америку, если был бы у меня выбор. Так. Все, я готов, поехали. Снорклинг по-индийски выглядит так. Сначала под местную попсу вас вывозят в море, подальше от прибрежных мутных вод. Вот меня всегда удивляла поразительная чуткость, тонкость слуха индусов. Вы представляете себе,
они понимают, где заканчивается предыдущий трек и начинается новый. Абсолютный музыкальный слух. Где-то через полчаса пути кормят обедом. В Индии полная антисанитария. Если вы что-то будете есть на улице, очень высока вероятность, что вы можете отравиться. Это очень просто говорить, когда ты сыт. Но когда ты голоден, это вообще не аргумент. А потом снова полчаса пути. Что-то во мне закрадываются смутные сомнения в том, что этот снорклинг-тур действительно снорклинг-тур. Потому что по регламенту он должен занимать 3 часа. Уже час мы плывем. По логике, столько же времени мы будем возвращаться обратно. То есть сколько там останется на снорклинг? 15 минут? А подожди, я еще не договорил. Вот, мне кажется, снорклинга не будет, но судя по тем людям, которые находятся за моей спиной, им снорклинг и не нужен. Им достаточно бесплатного пива, напитков, закусок и вот этой стрёмной музыки. Ну вот 1,5 часа спустя мы наконец на месте. Здесь вам выдают маску с трубкой. Я думал, почему снорклинг 14 баксов, какая приятная цена. Оказалось, что я подхожу выбирать маску для снорклинга, здесь много нормальных масок. Мне говорят, нет, эти маски для дайверов. И дают мне маски для сноркелев. Просто маска, в которой мой нос помещается только в глаз. Ну и вот кульминация снорклинг-тура. Сам снорклинг. Снорклинга тут нет. Видимость ужасная. Я еле вижу конец своей руки, когда выставляю ее вперед. Понятное дело, что рыбок никаких мы здесь не увидим. Но хотя бы просто покупаться в океане, это тоже прикольно. Вот так выглядит снорклинг за 14 баксов. Лежишь и так вот смотришь на небо. Кстати, если присмотреться, некоторые облака похожи на рыбок. Возьмите на заметочку. Ни для кого не секрет, что многие телезрители завидуют ведущим «Орла и решки». Ведь с экрана кажется, что эта профессия – сплошная беззаботность, релакс и кайф. Ах, вот ты какая. Икра черная. Море, горы и лес. Замечательный коктейль. Вот это я не прогадал с виллой, а? Вообще я не прогадал. Но на самом деле за кадром все выглядит совсем по-другому. Для кого-то «Орел и решка» — это мечта, а для кого-то «Орел и решка» — это работа. Что за работа такая? Приехали в красивое место и посадили меня спиной. Говорят, Алина, ты столько красивого видишь на работе. Я вижу камеру. А еще наши ведущие мерзнут. Ветрено, мокро, холодно. Какая бодрящая водичка! Вода отрезвляет. Жаль, что я не пьян. И снывают от жары. Боже, как жарко. Получают производственные травмы. Рыбки, говорили они, будет весело. И на гриле приготовлю лангуста. Эти стеклянные двери, конечно. Еще минут 15 такой качки, и я... Брось меня, я не чувствую ног. Кроме того, голодают. Дай мне еды. Завтра поешь. Хорошо, завтра так завтра. Или же едят какую-то гадость. Это кость, завернутая в козлиную кожу. Что, я должна попробовать это? Работа мечты. Я просто работа мечты. Работа мечты, работа мечты. Странные у вас мечты, извращенцы. А
а порой вообще чувствуют себя очень одиноко. И знаете что? Вот не важно, сколько ты зарабатываешь. Ну, приехали вы на эти Мальдивы. И что дальше? Что? Вот если ты один. Путешествие нужно разделять с кем-то. С семьей, с любимыми людьми. Тогда ты получаешь эмоции, впечатления. А за деньги их не купишь. Мы путешествуем по миру уже не один год. И с уверенностью можем сказать, лучший способ познакомиться со страной – отведать местную кухню. Острая еда. Фрукты и пляж. Вот и весь Таиланд. Не, есть еще, конечно, слоны и трансвеститы, но это будет в другом сюжете. И в этом сезоне аппетиты наших путешественников разыгрались не на шутку. Долг, знаете ли, ведущий обязывает. Внутренности козла ем, черную икру тоже. То, что не доем, заверну с собой. Это топор для казни моего голода. Да что там говорить, в этом сезоне у нас было даже несколько гастрономических рекордов. Так, на бразильском острове Санта-Катарина Коля заказал себе аж 100 устриц. Но мне кажется, что я немного переборщил. Устриц так на 65. А вегетарианка Алина Прекрасно. С дымком. за этот сезон вообще успела стоптать около 70 килограмм мяса. Опять какие-то внутренности и мясо. Включая тушу ягненка. Ничего личного. It's my job. И целую свинью. Прости, Хрюшка. Но традиционная еда – это не всегда деликатесы и вкусности. Итак, вашему вниманию рейтинг самых странных блюд сезона «По морям 3». 5-е место. Доминиканское блюдо мофонго. Пюре из бананов со шкварками. Вот после кожи вообще не хочется продолжать. Мне кажется, я наелась. 4-е место. Бразильское блюдо бушадо. Козлиный желудок, начиненный потрохами, и кость, завернутая в козлиную кожу. Мой обед сегодня больше похож на урок анатомии. Так вот выловил какой-нибудь орган и рассказал о нем характеристику. 3-е место. Филиппинское блюдо балут. Вареное утиное яйцо с уже сформировавшимся плодом. Оно есть немного жутковато, но согласитесь, зародыш птенца у меня на ладошке. 2-е место. Филиппинское блюдо динигуан. Мясо хряка, которое варится в собственной крови. Я попрошу завернуть с собой и отнесу Ромке, продюсеру нашему. Он-то, наверное, кайфанет. И, наконец, лидер нашего вкусного рейтинга – супчик с пенисом быка. Его, кстати, в этом сезоне успели попробовать оба ведущих. Первый супчик отведала Алина на Шри-Ланке. Как хрящ какой-то. А ты что киваешь? Ты что, ел? Кивает. Все, было очень вкусно. А следом эстафетную палочку подхватил Коля на Филиппинах. А вот это я возьму, вот остаток этой штучки я возьму с собой и отдам Ромке, продюсеру нашему. А если он не захочет, я скажу, что? И все равно ему отдам. И прослежу, чтобы он это съел. Кстати, в выпуске о филиппинском острове Боракай было столько интересной еды, что сюжет про местный десерт хала-хала просто не уместился в программу. Хала-хала, пожалуйста. Говорят, что этот десерт отлично утоляет жажду и голод. Ну что, давайте отведаем. Итак.
Горох? Вы что, издеваетесь? Это же десерт. Оказалось, что кроме льда и мороженого в десерт хала-хала добавляют фасоль, кукурузу, картошку, варенье. В общем, все, что завалялось в холодильнике. Знаешь, между прочим, по такому принципу коров кормят. Все, что было. Бедро. Слушайте, ну, тебе все время интересно, что будет дальше. Пока ты, собственно, не доедаешь его до конца. Я рекомендую. Попробовать стоит. Зацепился просто рюкзак у меня, такое тоже бывает. Сами понимаете, мы люди, мы здесь, ну, здесь не постанова. Лайфхак. Орел и Решка славится своими лайфхаками. Скидки, выгодные предложения. Друзья, сдаю лайфхак. Программа «Орел и Решка» вот уже 8 лет дает полезные советы бюджетным путешественникам. Если вы приехали в отпуск и плохая погода, дождь, пожалуйста, фотообои. В наших выпусках ведущие рассказывают, как сэкономить на транспорте. Если я решил идти пешком, значит, я решил идти пешком. И я буду идти пешком. Как не умереть от жажды. Вот просто делай, как я. Как удачно торговаться. 9. Попадались 9. И как бюджетно переночевать. Солнышко. Несмотря на это, бывают такие города и страны, где уложиться в $100 очень сложно. И тогда наши путешественники идут на хитрости, пытаются как-то подзаработать. Так, боясь, что ей не хватит $100 в Паракасе, Алина решила подработать в местном баре. Но бармен из нее получился такой себе. Да, и $100 в итоге Алине хватило. А вот подработка Коли на Мальдивах оказалась более успешной. Сюжет об этом также не уместился в программу, зато занял свое почетное место в сегодняшнем спецвыпуске. Друзья, и мы начинаем морского приключения сезон. Мальдивы были первым выпуском сезона «По морям 3» и одним из самых красивых и запоминающихся. Алина весь уикенд шиковала на острове отели, каталась на банане, испробовала подводный скутер «Сибоп» и обедала в шикарном подводном ресторане. А Коля все 2 дня пытался построить рай своими руками на необитаемом острове, на что истратил весь свой бюджет. Вернувшись на остров Малия, я решил подстраховаться и заработать себе на ужин. Возле рынка всегда должно быть много работы. Я сейчас попрошусь кому-то поразгружать и попрошу за это несколько $. Я думаю, что мне вряд ли откажут. Тем более, что я физически подкованный парень. Hello, maybe I can help you. I need to work, just for $5. There? I need to go there, yeah? Okay, thank you very much. Там говорят. Guys, you need my help. You need my help. No. Yes, I will help you. Don't worry. Я напросился на подработку грузчиком. Каждый день в порту возле рынка грузят сотни килограмм разных продуктов, которые потом лодками доставляют на отдаленные острова. Мне сегодня достались мешки с рисом, На Мальдивах не так часто видят белых людей, которые работают. Если что, зовите. Я здесь где-то рядом буду. Ну что ж, думаю, $3 должно хватить на нормальный ужин. Правда, в самой дешевой забегаловке.
Итак, что я могу взять на свой бюджет? This, rice, and water, $1. And water, $1, $1, $1. $3. I will sit here, okay? Для них я пока что новенький. Главное вести себя уверенно. Для начала нужно расслабить обстановку за столом. Все, теперь поспокойнее, теперь можно и поесть. Конечно, качество еды здесь поесть и забыть. Но фишка этого места не еда, колорит. Посмотрите, как колоритно. Это очень круто. Это прям очень круто. Ну и, конечно, цены. Как вы уже поняли, жизнь ведущих «Орла и решки» далеко не сахар. Поэтому только у них появляется возможность заказать какую-нибудь релакс-процедуру, они сразу же за эту возможность хватаются. Так, в путешествии на остров Боракай Коля заказал себе массаж ног прямо в порту. Это вот случайно, спонтанно произошло. Проходила женщина, предложила массаж, я согласился. И как хорошо получилось. В Доминикане Коле делали массаж под луной. О, да. Это прекрасно. Очень хорошо. На филиппинском острове Бохол Коля оценивал массаж хилот. Я не вижу, что там происходит, но такое ощущение, что как будто меня заворачивают в листья. Кажется, из меня хотят сделать гигантский голубец. А в Таиланде у Коли фантазия вообще разыгралась не на шутку. Ему делали массаж в 6 рук. Ощущения офигенные. Здесь даже непонятно, что больше массажирует, тело или эго. Массаж в 2 хобота. Эротический массаж. Стоп, no finish. Without finish, no finish, no boom-boom. No boom-boom. И даже массаж под водой. Алина тоже не отставала. В Аланье она наслаждалась турецким мыльным массажем. Я чувствую себя бисквитом и со сливочной пенкой сверху. А на Мальдивах наши ведущие сделали процедуру с использованием настоящего золота. Но тогда этот сюжет попросту не уместился в программу. Любой уважающий себя островной отель на Мальдивах, или же, говоря проще, резорт, имеет спа-центр. И, конечно же, я не могла пройти стороной место релакса и красоты. Никогда не думала, что массаж лица – это щекотно настолько. Но пришла я сюда не щекотки ради. Мне предложили популярную здесь золотую терапию. За ни много ни мало $600. Начинается все с чистки лица. Далее на вас направляют инфракрасную лампу. Ее свет проникает глубоко в кожу,
улучшает кровоток и борется с воспалениями. После наступает кульминация этой терапии. На лицо наносят настоящее золото. Правда, очень тонкое и больше напоминающее фольгу. Это сусальное золото. Стоит копейки и используется в декоративных целях. Но местные косметологи уверяют, что оно также имеет омолаживающий эффект, удаляет мертвые клетки кожи и способствует их обновлению. Ну все, пошел процесс превращения. Теперь я есть золотая карта. Я есть золотая карта. Буду рассчитываться касанием руки. Теперь я ваше золотце. Слушайте, какая красота. Здесь действительно просто глазу радоваться, не нарадоваться. Николай. Привет, Алина. Привет. Привет. Ой. Хорошо, сиамский поцелуй такой получился. Привет, Алина. Как твои дела? Скажи, пожалуйста. Да нормально все, Коля, твои как? У тебя в 9, по-моему, кариес. А ты видишь отсюда? Нет. Ты мне снимки показывал тогда. Я пролистал твой инстаграм 2014 года. Давай. Привет, Николай. Привет, Алиночка. Ой. Ну что, рассказывай, как тебе Абу-Даби? Смотри, самолеты летают. Слышишь звуки? Очень хорошо слышу. А вы, друзья, слышите самолет? Сейчас. Пролетит. Просто что наши голоса по сравнению со звуком самолета? Вот вы насладитесь действительно красотой. Что ты хотела у меня? Наверное, что-то спросить? Или... Поехали дальше. Да, пока, друзья. Пока, ребят. Постоим, да, не будем уходить. А здесь мы просто титры спустятся сверху вниз вот так. А будет закат красивый? Конечно будет, но надо подождать сутки почти. Ребят, может, еще разочек? Да нормально было, чё вы? Отлично. В следующем выпуске «Неизданного» мы продолжим знакомить вас с закулисьем сезона «По морям 3». Руки убрали с моей попы? Мы узнаем, что мешает нашим ведущим на съемках. Выясним, как завязать узел при помощи штанов. Вот это магия. Увидим, что делают ланкийцы, сидя на палках. Блин! И вспомним самые красивые пляжи сезона «По морям 3». Не пропустите! Всем спасибо большое. Съемка окончена.